Hello guys, it's Natalie and today I'll tell you a very interesting topic which is modifying comparatives. So we got used to the saying that if we want to compare two or more objects, we just need to add the er suffix or word more. In comparative degree and in superlative, we need to add the suffix est, definite article, or if the word has two or more syllables, we need to add the word the most. Yeah, definite article there and the word most. But the how much one object is bigger or less or smaller, we cannot say using only suffixes or these words. That's why we have specific aim to modify these comparative and superlative degrees. And that's why we have specific words to do that. That's why today in this lesson, I'll tell you how to modify comparatives, how to create and measure the degree of comparison. И давайте с вами перейдем на русский, чтобы более подробно обсудить каждый пункт, который есть в вашем уроке. И сегодня я вам дам даже больше информации еще из учебника Мёрфи. Поэтому если вам не хватит практики, то не стесняйтесь, берите этот учебник и выполняйте self-assessment exercises. Итак, давайте посмотрим на первую логику, первый пункт. У нас есть такие modifying words, которые используются for describing a huge difference, да, то, чтобы описать, что разница в двух понятиях, в двух прилагательных наречиях или глаголах очень-очень большая, да, то есть нам нужен вот эта степень сравнительной степени, то мы используем следующие слова: far, much, a lot. Вот их можно объединить в один пункт, да, и они приблизительно означают одно и то же. После этого нам нужно взять ту же степень сравнительную прилагательного или наречия. То есть обратите внимание, ребята, что вот здесь, да, вот здесь будет как раз суффикс er или слово more плюс прилагательное, да, то есть мы слева будем добавлять вот эти слова, чтобы усилить вот эту разницу. Например, I'm feeling a lot better today. Вот наше прилагательное, да, лучше в сравнительной степени стоит. И чтобы показать, что я чувствую себя намного лучше, ну, как и в русском языке, здесь не думаю, что будут у вас какие-то вопросы, мы используем a lot. Точно так же мы можем сказать I'm feeling far better today or I'm feeling much better today. Все будет правильно, все будет очень круто звучать. Дальше есть такие следующая группа, да, которая используется именно уже с превосходной степенью прилагательных или наречий. By far and easily. Например, this is by far the best school around here. Или this is easily the best school around here. Некоторые источники говорят, что by far можно ставить даже в конец. Но, в общем-то, по обычному правилу мы ставим перед превосходной степенью. И следующий пункт – это not, потом должно быть слово, nearly as, дальше прилагательное, и дальше снова as. Давайте посмотрим на пример. I can't play the guitar nearly as well as Michael. Я не могу играть на гитаре так же и даже близко так хорошо, как Майкл. Да, вот у нас тоже в речи есть эти же modifying words. For example, I can't run the marathon nearly as fast as Jessica. Or I can't write down the statements nearly as fast as Елена. Да? Вот потренируйтесь здесь, ребят. Очень важно написать очень много примеров и проговорить эти примеры, да, только убедитесь, что учитель их сначала проверит. Итак, я надеюсь, что с этим мы разобрались. Дальше у нас идет группа modifying words, которая используется, чтобы показать, что разница очень маленькая, да, slight difference, slight.
Итак, первая группа. A little, a bit or slightly используется со сравнительной степенью прилагательных или наречий. For example, they moved to a slightly bigger city. Или можно также сказать they've moved to a little bigger city. They've moved to a bit bigger city. Я бы сказала a bit, такой это очень разговорный вариант, да. For example, I'm a bit happier now. Jessica is a little more confused than usually at school. Поехали дальше. Not quite as plus adjective adverb plus as. Now, for example, this exam wasn't quite as hard as the last one. Or this topic, this grammar topic, isn't quite as difficult as the last one, да, то есть эта тема не такая тяжелая, не такая даже достаточно тяжелая, да, как предыдущая. То есть немножечко, может быть, да, предыдущая тяжелее. И последнее, C, nearly as plus adjective or adverb и снова as. Вообще вот эта структура SS, мы сейчас о ней поговорим. My youngest sister is nearly as tall as me. И третий пункт. Мы используем такую фразу, как SS, если хотим сказать, что и первый предмет, и второй имеют одинаковые характеристики, или один человек и второй имеет одинаковый рост. Они умны по-одинаковому, да, то есть они одинаково умны, одинаково красивы две женщины, машины одинаково быстрые, или дом одинаково люксовый, например. Можно добавлять в разговорной речи just, дальше идет as, дальше adjective, adverb, но обратите внимание, не comparative form, да, а обычная. Ну, например, this train is as fast as the other one. Этот поезд такой же быстрый, как и другой. This salad is just as tasteless as the other one. То есть этот салат такой же безвкусный, как и тот. Or this day is as happy as my other days spent with him on holidays. Да, этот день такой же счастливый, как и все остальные дни, которые я провела с ним в отпуске. И четвертый пункт, ребята, for describing two things with change at the same time. Вот это вообще одна из моих любимых конструкций, да. Вы наверняка слышали эту конструкцию, даже применяли, но сегодня мы поговорим, попытаемся расширить эту конструкцию. Сначала начну с примера. Смотрите, the more people who help, the more will get done. Чем больше людей, тем быстрее мы справимся, да, то есть больше мы сможем сделать. На русский это переводится как чем меньше ты будешь тратить, тем лучше, да, или чем больше ты будешь практиковать английский, тем лучше. The more you speak English, the better it becomes. Or the better day, the better mood. То есть здесь главное что помнить, что можно комбинировать два степени сравнительных, да, то есть в одной части, причем она будет начинаться со слова the, видите, вот обязательно the more, or the less, да, the less handsome your husband is, the less handsome your husband is, the less women pay too much attention to him. Да, чем менее твой муж привлекательный, чем меньше женщин на него обращает внимание. К примеру, обратите внимание, да, мы должны ставить запятую, и эта степень сравнения вот какого-то одного предмета, она должна начинаться с the, хотя здесь сравнительная степень, да, это нетипично для сравнительной степени, и потом ставим запятую. И дальше тоже эта степень, этот отрезочек, да, кусочек предложения тоже должен начинаться с the. И, в общем-то, так можно играть и с прилагательными, и с наречиями. Теперь давайте еще посмотрим из Murphy. Значит, смотрите, у нас есть такие слова, как quite, pretty, rather, fairly, да? Они тоже используются, чтобы показать небольшую разницу, но в них есть как бы своя разница. Смотрите, quite and pretty are similar in meaning, то есть они одинаковые по значению. Например, I'm surprised you haven't heard of her. She's quite famous. Or you can say she's pretty famous.
For example, another example, Anna lives quite near me, so we see each other pretty often. Но единственная разница, что pretty is an informal word, and it is used mainly in spoken English, да, то есть pretty, он более разговорный вариант, а quite более формальный. И смотрите, еще, если у нас есть вот такое сочетание прилагательное, как здесь old house, прилагательное и существительное, то тогда артикль, да, ставится вот как раз перед этой фразой, перед этой парочкой. Смотрите, we live in quite an old house, or we live in quite calm, quite a calm neighborhood. Вот так вот. We live in quite a calm neighborhood. То есть вот этот артикль не сюда идет, а вот перед прилагательным и существительным. Дальше. You can also use quite, but not pretty in the following ways. Смотрите, если после quite, да, и дальше артикль идет существительное просто без прилагательного, то тогда мы используем только quite. I didn't expect to see them. It was quite a surprise. Это устойчивое словосочетание. It was quite a surprise. Quite a big surprise. То вот таким образом это будет строиться. Не pretty surprise. Такого не существует. Дальше, there were quite a lot of people at the meeting. То есть quite плюс глагол, особенно с like and enjoy. Да, кстати, этот пример был вот касательно этого правила, да. Quite используется с таким устойчивым словосочетанием, как surprise, и еще с a lot of или lots of. Quite a lot of people. Or there were quite a lot of noise. There was quite a lot of noise on the streets in Florence. Да, то есть на улицах Флоренции было достаточно много шума или голосов, да? Ну, шума в данном случае. И, конечно же, quite используется с like and enjoy. I quite like tennis, то есть глаголами, не pretty like. Нельзя сказать pretty like. Дальше, ребят. Rather is similar to quite and pretty, and we use often rather for negative ideas. Вот, да, вот больше такая, знаете, как негативная коннотация существует. The weather isn't good, it's rather cloudy. Or Paul is rather shy, he doesn't talk very much. Видите, здесь как бы не очень хорошо. То есть достаточно облачно, или Пол достаточно стеснительный человек, да. Quite and pretty are also possible in these examples. Ну, здесь и quite и pretty тоже подойдут нам. Авторы учебника говорят. When we use rather for positive ideas, it means unusually or surprisingly. То есть, если мы будем использовать rather для позитивной коннотации, то скорее это будет так как-то иметь оттенок удивления, да? These oranges are rather good. То есть мы удивлены. Вот представляете, вы кушаете апельсины и говорите, о, удивительно, да? Эти апельсины вообще неплохие. Or, he's rather great, да, он вообще-то клевый, he's rather great. Ну и fairly is weaker than quite, rather and pretty, то есть мы можем еще и fairly здесь посмотреть, но оно, слово такое достаточно менее сильное даже, да. Ну, например, my room is fairly big, едва ли, вот переводится как едва ли. We see each other fairly often, то есть мы видимся очень редко, едва ли часто. Не так, как бы нам хотелось, but not as often as we used to. Ну и еще, ребят, quite может означать completely. Are you sure? Yeah, I'm quite sure, да, то есть я абсолютно уверен. Вот такой интересный момент, да, то есть нам достаточно сказать yeah, I'm sure, а вот добавляют они вот это слово quite, что тоже означает, что я прям уверен. И еще quite тоже означает completely with a number of adjectives, especially sure, certain, right, wrong, true, safe, clear, obvious, different, unnecessary, incredible, extraordinary, amazing, impossible. Со всеми этими словами можно придумать тоже примеры. Хорошо, ребят, это все, что я хотела вам рассказать сегодня. Ваша задача как можно больше практиковаться и придумайте как минимум по одному примеру с каждым правилом. И тогда, поверьте, эта тема станет для вас достаточно легкой, и вы начнете ее применять. Have a good day. It was Natalie.